Приветствую вас, мои дорогие, на моем канале. Сегодня я хочу поговорить с вами о той части тела, на которую меньше всего обращают внимание. Когда вы в последний раз по-настоящему думали о стопах? Не о том, какие туфли или кроссовки на них надеть, а о них самих. Возможно, именно сегодня, сегодня утром, когда вы натягивали носки, мельком взглянули на них. Или, может быть, прошлой ночью, когда вы под одеялом укутались и никак не могли согреть их. А может быть, ваше последнее яркое воспоминание о них – это резкая острая боль от ночной судороги, которая заставляла вас проснуться. Мы относимся к ним чисто функционально. Они должны нас носить. Мы заключаем их в жесткую, порой неудобную обувь, как в тюрьму. Мы требуем, чтобы они выдерживали весь наш вес, весь груз наших дел и забот день за днем. А потом удивляемся, откуда же эта тяжесть в ногах к вечеру? Почему они отекают, почему немеют и почему болят? Представьте, наше тело – это прекрасное дерево, а стопы – это его корни. Корни, которые должны чувствовать землю, быть гибкими, живыми, получать питание. А что мы делаем? Мы берем эти корни, помещаем их в тесный, жесткий горшок, в нашу обувь. Изо дня в день. А потом не понимаем, почему дерево начинает чахнуть. Меня зовут Илья Ковырзин. Я мастер ладани и специалист по телесной терапии и психосоматике. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие к самым основам, к нашим корням. Мы не просто сделаем набор упражнений, мы попробуем заново познакомиться с нашими стопами и услышать, о чем они нам сигнализируют, и вернуть им ту свободу и жизнь, для которой они были созданы. Чтобы понять корень проблемы, давайте на секундочку представим, что же находится у нас внутри в стопе. Многие думают, что стопа – это такой монолитный кусок, который попросту стоит на полу, но это не так. Представьте себе мешочек, наполненный 26 драгоценными гладкими камушками разной формы. Это косточки нашей стопы. Они созданы для того, чтобы двигаться, смещаться, адаптироваться под любую неровность земли, создавать идеальную амортизацию для вашего тела. Когда мы надеваем жесткую обувь, мы как будто заливаем эти камушки бетоном. Вся эта сложная и умная конструкция перестает работать. Мышцы, которые должны держать эти камушки, засыпают. Связки теряют эластичность, и стопа из живой адаптивной структуры превращается в колодку. А тело не терпит пустоты. Если стопа не работает, ее функцию на себя берут другие. Колени, таз, поясница. И со временем они начинают посылать нам сигнал боли, усталости и перегрузки. Но дело не только в обуви. Как всегда, есть и более глубокие психосоматические слои. Наши стопы – это наша связь с землей, наша опора, стабильность, двигаться по жизни. О чем могут говорить их симптомы? Например, холодные ноги часто это не вопрос кровообращения. На языке тела это может быть сигналом о недостатке заземления, ощущение нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне и даже страх. Когда мы не чувствуем под ногами твердой опоры, тело начинает буквально отключать тепло от своих корней. Судороги или онемение. Подумайте, нет ли в вашей жизни ситуации, где вы чувствуете себя застрявшим? Где хочется сделать шаг, но не можете? Или наоборот, хочется убежать, но вы вынуждены остаться на месте. Судорога – это крик мышц, которые отчаянно хотят движения, но не получают его. Это накопленное напряжение, которое не находит выхода, тяжесть и отеки. Это самый простой образ. Какой груз вы на себе несете? Какие заботы и проблемы буквально придавливают вас к земле, не дают идти по жизни легко. Часто тело отзеркаливает внутреннее накопление тяжести в ногах. Не, я не предлагаю вам ставить диагнозы. Я предлагаю вам понаблюдать за собой и начать возвращать своим стопам внимание и заботу. Давайте сделаем это прямо сейчас. Это будет не тренировка, а практика осознанности. Такой диалог со своим телом. Давайте для начала просто встанем. Ноги на ширине плеч. И если комфортно, закройте глаза. Все свое внимание перенесите вниз в стопы.
Почувствуйте, как они стоят на полу. Какая часть стопы давит на пол сильнее? Может быть, пятка? А может, внешний край? Основание большого пальца? А чувствуете ли вы пол каждым пальцем? Или они сжаты и вообще не участвуют в опоре? Просто отметьте это без оценок. Это наша точка А. И чтобы эффективно перейти из точки А в точку Б, важно понимать, здоровье стопы напрямую зависит от состояния мышц голени. Именно на них мы и будем сегодня воздействовать. Ключевых игроков здесь несколько. Во-первых, это глубокая камбаловидная мышца. Очень часто она укорачивается, и именно из нее возникает тянущая боль в икрах. Во-вторых, заднеберцовая мышца. Она по сути как гамак формирует и поддерживает свод нашей стопы. Если она ослабевает, становится отечной и болезненной, свод начинает проседать. И в-третьих, сами икроножные мышцы, которые наоборот чаще всего ослаблены и не выполняют свою работу, перегружая соседей. Наша задача перевести всю эту систему в тонус и баланс. А теперь давайте перейдем к упражнениям. Друзья, в этот комплекс я включил несколько элементов из самомассажа для мобилизации суставов стопы и активации ее мышечной группы. И приправим мы все это укрепляющими упражнениями. Ну что, подарим любовь нашим стопам? Поехали! Начнем мы с вами с воздействия на зону, где чаще всего происходит компрессия большеберцового нерва и сосудов. Наша икроножная мышца состоит из двух пучков, а под ней находится камбаловидная мышца. И именно в месте крепления этих двух пучков находится самая перегруженная точка. Начинать мы будем именно с нее, но воздействовать на нее нужно очень аккуратно. Точка может быть очень болезненна и чувствительна, не нужно переусердствовать. Икроножная мышца у нас состоит из двух пучков. Вы видите, раз пучок и два пучок. И вот как раз таки в месте крепления этих двух пучков и находится эта самая перегруженная точка. Сейчас покажу, что с ней нужно делать. На эту точку мы будем воздействовать большими пальцами. Вот такое сердечко мы с вами будем делать. Вот такое сердечко мы с вами будем делать. И заходить и массировать двумя большими пальцами. Обняли свою голень, нашли эту точку и зашли туда. И потихонечку начинаете воздействовать. Мягонько, абсолютно, аккуратно. И воздействуйте до тех пор, пока не спадет болезненность. Потихонечку болезненность начинает спадать. Можно двигать в разные стороны. Можно вверх-вниз, по сторонам. Хорошо. Тем самым снимаем оттуда тонус. Не забываем использовать сознание как инструмент. Мы направляем сознание в место воздействия и посылаем сигнал о расслаблении. Хорошо. Отлично. Болезненность спала. Процедуру можно закончить. Переходим к следующему. Следующее действие будет направлено на растяжку камбаловидной мышцы. Как я ранее уже говорил, именно она дает вот это знакомое тянущее ощущение в икрах. Что мы делаем? Устанавливаем, ставим ножку, сгибаем в колени, ставим на пяточку, ручкой натягиваем на себя голеностоп, и вы почувствуете вот это вот натяжение в икроножной зоне, натяжение. Значит, вы натянули камбаловидную мышцу. И делаем простое движение, это перкуссия, мы ее отколачиваем. Конечно, для упрощения вы можете, допустим, если у вас есть стена, вы упираетесь в стену и, соответственно, делаете обстукивание. Можно еще упростить себе задачу. Купить перкуссор и работать перкуссором по всей длине камбаловидной мышцы. Ничего сложного, но вы почувствуете вот это вот расслабление в этой зоне, вот это вот
растяжение в этой зоне, и вот эта вот скованность и тяжесть отсюда уйдет после этой манипуляции. И завершим мы с вами воздействием на заднеберцовую мышцу. Через нее проходит питание стопы, и она участвует в формировании свода стопы. Очень важная мышца, поэтому будем на нее воздействовать. Как найти и определить, где она находится? Вот мы с вами почувствовали большеберцовую кость. Вот мы ее с вами прям пальчиком пощупали. И вот под ней, прямо вот под ней как раз-таки идет проекция заднеберцовой мышцы. Вы можете пощупать, здесь очень чувствительная зона, это и есть заднеберцовая мышца. И начинаем просто тихонечко пальчиками ее массировать по всей длине. Опять же, снижением. Хорошо. Не нужно переусердствовать, сильно нажимать, передавливать. Здесь важна аккуратная работа. Хорошо. Следующее. Мы с вами отработаем эту же самую мышцу, но с использованием теннисного мячика и будем воздействовать на места крепления как раз-таки уже на стопе. Еще одной точкой воздействия на заднеберцовую мышцу мы будем работать с точкой крепления ее на стопе. Для этого нам понадобится теннисный мячик. Это находится вот здесь, вот в этой проекции. Вот здесь она проходит, и вот здесь эта точечка. Берем, устанавливаем ее на мячик. Она болезненная может быть. И начинаем разминать. Не нужно прям сильно катать мячик. Тут задача как раз-таки направить свое внимание туда и послать сигнал о расслаблении. И постепенно болезненность проходит, и состояние стопы улучшается. А теперь переходим к укрепляющим упражнениям. И первое из них — это подтягивать себя пальчиками стопы. Поехали! Раз, 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 раз. Делается это вот таким образом. Ноги на одной линии. Хорошо. Второе упражнение — это перекаты с пятки на носок и обратно. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Эти упражнения не только хорошо укрепляют мышцы, но еще и хорошо мобилизируют суставы стопы. Следующее упражнение — это вращение. Поехали с пятки, основание, мизинчик, большой палец и пятка. Снова пятка, основание, мизинец, большой палец и хорошо. Поехали. Вот такие движения. Очень внимательно завершаем большим пальцем. Это очень важно, потому что большой палец у нас участвует в нашем шаге. Мы отталкиваемся за счет большого пальца. Хорошо. И в обратную сторону. Завершили упражнение. Каждое из этих упражнений мы делаем по 10-15 раз. Ну что, вот мы и завершили. А теперь, когда мы закончили, снова встаньте прямо, закройте глаза и опять перенесите все свое внимание в стопы. Появилось ли в них тепло? Легкая пульсация, ощущение, что они стали шире, более живыми. Почувствуйте, как увеличивается площадь опоры. А теперь сделайте несколько шагов по комнате. Прислушайтесь к ощущениям. Стали ли шаги легче, свободнее? Появилось ли ощущение, что стопы активно участвуют в движении, а не просто переставляются по полу?
Это и есть чувство настоящего контакта с телом. Сегодня мы начали этот диалог, чтобы ощущение тепла и легкости стало вашим постоянным спутником. Нужно продолжать эту заботу. И лучший способ научиться помогать стопам своими же руками, через техники осознанного самомассажа. Так мы можем убирать глубокие хронические напряжения, которые копились у вас годами. Если вам близок такой подход, если вы хотите углубиться в эту тему, я приглашаю вас в свое пространство, в мой телеграм-канал. Там я делюсь такими практиками, рассказываю больше о связи тела и эмоций и о своем курсе по самомассажу, который поможет вам стать самым чутким терапевтом для самого себя. Ссылка на канал в описании под этим видео. Подписывайтесь, я буду вам очень рад. И спасибо, что уделили это время своим основам. Слушайте свое тело, оно ответит вам благодарностью. Берегите себя и до новых встреч.